Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня будем вязать вот такие вот следочки. Веселые снеговики. Все полностью связано с спицами. На размер 36-38, от 36 до 38 я их определила. Сейчас сразу по подошве замеряю. Так, здесь третий ряд. По подошве вот 23 сантиметра по подошве. Еще пускаем немножечко на растяжку. Так, значит, как я их буду вязать? Значит, сейчас свяжу попетельно. Сначала мысок, ряд за рядом. Кто может вязать по схеме, сейчас схему выведу на экран, можно сразу сделать скриншот, или же на канале в сообществе я тоже размещу схему. Кто может сделать скриншот или взять схему, можете вязать сразу по схеме. Кому тяжело по схеме, оставайтесь вместе со мной, буду провязывать ряд за рядом. Так, что еще? Спицы у меня будут в этот раз, разные спицы в этот раз. Мысок у меня будет спицами номер 2 связан. Обвязку, вот эту вот полосу, я буду вязать спицами номер 3. Остальной весь следок я провяжу спицами номер 2,5. Вот так вот. Пряжа у меня турецкий акрил. Знаете, это этикетка. 100 граммах 240 метров. Второй моток у меня был 230 метров. Вот. Ну и остатки подобрала на шапочку, на шарфик. Это уже можно цвета менять. Какие у вас есть, можно подставлять другие цвета. Так, замерила, спицы сказала. Переходим к вязанию. Остальное все в процессе. Вязание начну я с мыска. Сначала отвяжу мысок. Попетельно буду вязать весь мысок. Значит, что я сделаю? Вот смотрите, вот такие вот цвета мне понадобятся. Основной цвет сразу я отмотала вот второй небольшой клубочек, потому что буду вязать с 2 клубочков, чтобы не делать большой протяжки. Так, это у меня основной цвет. Белый цвет, голубой. Что это? Светло-коричневый, оранжевый, черный и красный. Вот такие цвета мне понадобятся. Так, ниточки убираю. Мысок буду вязать спицами номер 2. Значит, так, теперь дальше. Вязать буду вот по такой схеме. Нарисовала вот схему. Спицами номер 2. Почему? Потому что все буду вязать лицевыми петлями. Платочная вязка у меня будет. Узор у нас будет меняться только по лицевой стороне. По изнаночной стороне ряды буду провязывать так, как они смотрят, без изменений. Поэтому получается, что один ряд я буду провязывать 2 раза. Поэтому взяла спицы номер 2, чтобы не был сильно вытянутый вот этот вот снеговик, чтобы он растянутый не получился. Остальной весь следок буду вязать спицами номер 2,5, и обвязку по мыску я сделаю спицами номер 3. Так, начну вязание мысок с 13 петель. Сразу пройдусь. Буду расширять. Расширю 27 петель у меня. Если у вас размер маленький или ножка узенькая, оставьте 25 петель всего лишь. Я расширю до 27. Так, высоту у меня будет 31 ряд. Это получится, сейчас сразу я замерила, посмотрю. Ой, 12 сантиметров. Высоту получится 12 сантиметров. А в ширину 9 сантиметров. В ширину 27 рядов 9 сантиметров, а высоту у меня будет 12 сантиметров. Вот так вот. Угу. Так, теперь. Кто может вязать по схеме, сразу можете сделать скриншот. Вяжите по схеме. Я сейчас надеюсь отвязать все попетельно. Ряд за рядом провяжу эту схему. Значит, цвета. Снеговик белым, шарфик у меня будет голубой, светло-коричневый, оранжевый, шапка красная. И вот эта вот полоса, она у меня белым цветом, почему-то я ее тоже голубым нарисовала. Вы, конечно, можете цвета подставлять, какие у вас есть, что нашли в запасах, значит, которые подходят к вашему основному цвету. Вот так вот скажу. Я назвала свои цвета. Ну вот, вроде бы и все. Давайте будем вязать. На спице номер 2, на спицу на одну, я набираю 13 петель обычным способом. И один ряд провяжу все лицевыми. Набираем петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязываю все лицевыми. Первую тоже провяжу.
Все до конца. Ой, что-то опять ракурс тут падает. Все до конца вяжем лицевыми. Последняя кромочная провязываю изнаночной. Перешли на лицевую сторону. По лицевой стороне начну делать прибавки. Первую снимаю, сразу делаю одну петельку, прибавляю. Опять провязываю все лицевыми. И в конце ряда точно так же прибавлю одну. Так, сейчас у меня будет 15 петель на спице. По изнаночной стороне провязываем без изменений. Со следующего ряда начну вязать узор. Пришли в конец ряда, одну добавила. И последняя у меня изнаночная. Все, по изнаночной стороне все провязываю лицевыми. 15 петель у меня на спице, первый ряд узора. Вместе с добавкой первые 5 петель провяжу основным цветом. Первую снимаю, опять добавляю. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 7 петель белым цветом. Провязываем 7 петель белым. 3, 4, 5, 6, 7. Так, далее подключаю вторую нитку со второго клубочка и оставшиеся петли до конца ряда. Вместе с добавкой это будет 5 петель. Провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. По изнаночной стороне все вяжем без изменений. Все вяжем по узору. Каждый цвет над своим цветом. Синий над синим, белый над белым. Так, сейчас вот начну. Я дальше показывать не буду изнаночные ряды. Будем провязывать их все по узору, потому что будет видео очень длинным. Здесь ниточки переплетаем, вот так вот подтягиваем. Все провязываю также лицевыми. Потом я хвостики типа закрепляю все. Сейчас пока так. Так, все довязываем до конца. Второй ряд узора. Первые 4 петли основным цветом. Вместе с добавкой 4 петли провязываем. 1, 2, 3, 4. Так, далее 11 петель белым цветом. Здесь ниточки переплетаю сзади. Так, провязываем 11 петель белым. Так, 11 провязали. И оставшиеся 4 петли вместе с добавкой провяжем основным цветом. Это был второй ряд. 1, 2, одну добавили, 3 и 4 кромочная. Перешли на изнаночную сторону, все вяжем по узору. Лицевая сторона, третий ряд узора. Здесь нам понадобится черный и голубой цвет. Сразу приготовим. Первые 4 петли вместе с добавкой провяжу основным цветом. 1, 2, 3, 4,
2 петли белым, одна черным, 4 белым, 1 голубым, 5 петель белым цветом, 1, 2, 3, 4, 5. И оставшиеся петли до конца ряда вместе с прибавкой будет 4 петли основным цветом. Провязываем. Это был 3-й ряд. Заканчиваем. 1, 2, 3, 4. Так, провязали. Теперь возвращаемся по изнанке, все по узору, немножечко провяжем, и можно будет сразу вот эти вот хвостики все попрятать, чтобы они нам не мешали. Вяжем изнанку. 4-й ряд узора. Первые 4 петли вместе с добавкой провязываем основным цветом. Так, одну сняла, 2, 3, 4, 8 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 голубым. 5 ниточки перекручиваю здесь. Придерживаем это все. 1, 2, 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. И оставшиеся 4 петли вместе с добавкой провяжем основным цветом. Это был 4-й ряд. Довязываем до конца и возвращаемся по изнанке по узору. 1, 2, 3, 4. Пятый ряд узора. Первые 5 петель вместе с добавкой провязываю основным цветом. Первую снимаю, добавила 1, 2, 3, 4, 5. Далее 8 петель белым цветом. Провязываем 8 петель белым. Так, 8 петель провязали. Далее 5 петель голубым. Ниточки перекрутили здесь сзади. 1, 2, 3. Так, белую перемотали, сейчас перекрутили. 4, 5. 5 голубых провязали, 2 белым. 5 петель вместе с добавкой основным цветом провязываем. Заканчиваем 5-й ряд и возвращаемся по изнаночной стороне по узору. Так, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Все. Так вот сейчас идем по узору. Угу. 6-й ряд узора.
Первые 5 петель провяжу основным цветом. В этом ряду у меня добавки нет. Сделаю последнюю в следующем ряду. У меня сейчас 25 петель. Если, как я уже говорила, размер маленький и смотрите, вам этого количества на мысок достаточно, остановитесь здесь. Я наберу через ряд еще по одной петельке. Значит, сейчас провязываем 6 петель основным цветом. 5 петель, заговорилась. 5 петель, 6 ряд, 5 петель основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли белым цветом. 1, 2, 1 черная. 5 белым. 1, 2, 3, 4, 5. Кому сильно нудно и долго, можно поставить на скорость 1,5-2. Тогда будет быстрее. Так, далее 4 петли голубым цветом. 1, 2, 3, 4. И оставшиеся 3 петли снеговика мы провязываем белым цветом. 1, 2, 3. Вот так вот. Оставшиеся петли до конца ряда, 5 петель у меня, провязываю основным цветом. Это был 6 ряд. Довязываем до конца. По изнанке возвращаемся. Так, по изнанке вяжем. 7 ряд узора. Первые 6 петель вместе с добавкой. Я сделаю последнюю добавку. Провязываем основным цветом. 1, 2. Добавку сделала. 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее 8 петель белым цветом вяжем. Провязываем 8 петель белым. Вот черную сразу переброшу. Восемь белым провязали, 3 голубым. Четыре белым. 1, 2, 3, 4. 1 основным цветом. 1 голубым. Ох, забыла перебросить, далеко осталось. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Так, это был 7 ряд. Довязали. Переходим на изнанку, вяжем все по узору. 8 ряд узора. Первые 6 петель, все, прибавки у меня закончились. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провяжем основным цветом. Далее 8 петель белым. 8 петель вяжу белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петли голубым.
3 белым, 1, 2, 3, 4 голубым. Я здесь подвязала вторую нить голубую, потому что, чтобы не тянуть. 1, 2, 3, 4. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю основным цветом. Это был 8 ряд, довязываем до конца, возвращаемся по изнанке в начало ряда. 1, 2, 3. Так что у нас здесь получается вот так вот. 9 ряд узора. Первые 7 петель провяжем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли белым, 2 белым провязали, 1 черным, 4 белым, 1, 2, 3, 4, 3 голубым, 2 тонкие, 2 белым, 5 голубой, 1, 2, 3, 4, 4 голубым, 1, 2, 3, 4. 4 голубым провязали. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. Это у нас 9 ряд. Заканчиваем, довязываем до конца по изнанке, возвращаемся. Вот так вот. Что у нас тут на изнанке? Я уже хвостики подчистила. Вот так вот. 10 ряд узора. Первые 7 петель провяжем основным цветом. Если у вас здесь было общее количество меньше, чем у меня, значит, соответственно, здесь по краям у вас тоже будет меньше. Значит, у меня было 27, первые 7 основным цветом я провязываю. Далее 6 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 белым провязали, 3 голубым, 2 белым, 6 петель голубым, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом, по изнанке возвращаемся в начало ряда. 11 ряд узора. Значит, здесь понадобится светло-коричневый цвет у меня. И я взяла вот еще немножечко на тон светлее, темнее для шарфа. Значит, сейчас 11 ряд. Первые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель основным цветом провязала. Далее 1 коричневым. У меня это светло-коричневый. 3 белым.
Теперь вот синий его назову. 2 петли синим цветом. 3 голубым. Так, 3 голубым провязала. Опять 1 синим. 7 петель голубым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последняя 7. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Это был 11 ряд. И возвращаемся в начало ряда. Двенадцатый ряд узора. Первые 6 петель провязываем основным цветом. Далее 2 коричневым. 2 белым. 3 синим. 2 голубым. 2 синим. 3 голубым. 1, 2, 3. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. 3, 4, 7 петель у меня. Значит, это был у нас 12 ряд. Довязываем до конца основным цветом, возвращаемся в начало ряда. Тринадцатый ряд узора. Первые 6 петель провязываю основным цветом. 1 коричневым. 3 основным цветом. 1, 2, 3. Далее 6 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 голубым. 1, 2, 3. 3 голубым и 2 коричневым. Так, здесь еще одну коричневую подвяжу. Один, 2. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. Это был 13 ряд. Довязываем основным цветом до конца. Вот так вот он выглядит. 14 ряд узора. Первые 5 петель провяжем основным цветом. 2 коричневым. 2 основным цветом.
2 белым, 2 черным. Если нитка осталась далеко, можно ее с помощью крючка под петельками подтянуть. 2 черным провязали, 4 белым, 1, 2, 3, 4 белым, 3 основным цветом, 2 коричневым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Это был 14 ряд. Заканчиваем, возвращаемся по изнанке. 1, 2, 3, 4, 5. Пятнадцатый ряд узора, 4 петли основным цветом провязываем, 1 коричневым, 1 основным цветом, 1 коричневым, 2 основным цветом, 1 белым, 1 черным, 2 белым, 1 черным, 4 белым, 1, 2, 3, 4, 3 основным цветом, 1, 2, 3, 2 коричневым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Это был 15 ряд, заканчиваем его. Возвращаемся в начало ряда по изнанке. Так, 15. 16 ряд узора. Здесь нам понадобится оранжевая нить. Первые 4 петли провязываем основным цветом. Далее 1 коричневым, 4 петли основным цветом, 3 оранжевым, 3 оранжевым. Так, 3 оранжевым провязали, 6 белым, 1, 2, 3, 4, 5, 6 белым, 3 основным цветом,
1 коричневым, 1 основным цветом и 1 коричневым. Оставшиеся до конца ряда вяжем основным цветом. Это был 16 ряд. Довязываем, возвращаемся в начало ряда. 17 ряд узора. Первые 7 петель провяжем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 провязали. Так, дальше что у нас? 5 петель оранжевым. Два, 3, 4, 5. 6 белым. Три, 4, 5, 6 белым провязали. 3 петли основным цветом. 1, 2, 3. 1 коричневым. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. Возвращаемся по изнанке. Все, коричневым это последнюю сейчас по изнанке провяжем. Можно поотрезать будет. Голубой, коричневый нам больше эти цвета не нужны. Так, довязали, что у нас здесь. Вот так вот. 18 ряд узора. Первые 9 петель провяжем основным цветом. 2, 4, 6, 7, 8, 9 петель провязали. Тут надо закрепить сразу. 9 основным цветом провязали, 1 белым. Одна черным. Две белым. Одна черным. Четыре белым. Так, и оставшиеся петли до конца ряда все провязываем основным цветом. Так, что у нас здесь? Вот она. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель у меня. Это был 18 ряд. Возвращаемся в начало ряда по изнанке. 19 ряд узора. Здесь нам понадобится красный цвет. Первые 9 петель провязываем основным цветом. Так, сейчас я цвет отмотала. Так, 9 петель вяжем. 7, 8, 9. Далее 9 петель белым.
9 петель белым провязали. Теперь 3 красным. Три красным, и остальные до конца ряда провязываем все основным цветом. Это был 19 ряд, заканчиваем. Все вяжем основным цветом, возвращаемся по изнанке, довязываем. 20 ряд узора, лицевая сторона, первые 10 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. 6 красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, оставшиеся петли довязываем основным цветом. 20 ряд это у нас. Заканчиваем и возвращаемся по изнанке в начало ряда. Первый мысок у меня был аккуратнее, потому что на диване вязала, не за столом и без видео. Так что у нас тут вот такая вот изнанка. Я уже хвостики попрятала, вот некоторые остались. Так, провязываем изнанку. 21 ряд, первые 8 провязываем основным цветом. 5, 6, 7, 8 провязали. Далее 10 петель красным цветом. Ох, нитку забыла перетянуть. Ну вот, осталось, сейчас я ее буду подхватывать, значит, чтобы не было большой протяжки. Посвободнее здесь оставлю. Так, 10 петель красным. 1, 2. Теперь смотрите, вот тут протяжку тут вот подхвачу под ней. 3, 4. Еще раз можно. Так, 10 петель красным провязала. Ой, 3 осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставшиеся до конца ряда все провязываю основным цветом. Это у нас 21 ряд. Довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. Осталось совсем чуть-чуть. Что у нас тут? Тут, видите, подхватило все, большой протяжки нет теперь. 22 ряд. Первые 7 петель провяжем основным цветом. 4, 6, 7 провязали. Далее 9 красным. 7 основным цветом, 9 красным. И белый цвет я сразу протяну в конец ряда. Девять красным провязали, 2 белым,
И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем основным цветом. Это у нас 22 ряд. Заканчиваем его. 23 ряд. 7 петель провязываем основным цветом. 2 красным. 2 основным цветом. 7 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 белым и 1 красным. Оставшиеся петли до конца ряда провяжем основным цветом. Это был 23 ряд. Пойду воды попить. 24 ряд. Первые 11 петель основным цветом провязываем. Далее 9 петель красным. 9 петель красным, и оставшиеся петли до конца ряда провяжем все основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так вот. Так, далее довязываем все основным цветом. Это у нас 24 ряд. Заканчиваем, возвращаемся в начало ряда. Такой вот. 25 ряд узора. Первые 11 петель основным цветом провязали. Далее 10 петель провязываем красным. И потом оставшиеся все петли до конца ряда опять провяжем основным цветом. Значит, 11 основным, 10 красным и оставшиеся основным вяжем. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И оставшиеся основным цветом вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель должно остаться. Все правильно, 6 петель. Довязываю до конца. Это 25 ряд. Довязали. Возвращаемся по изнанке. 26 ряд провязываем точно так же, как провязали 25. 11 основным, 10 красным и оставшиеся основным цветом провязываем. Одинаково, как предыдущий ряд, точно так же провязываем. Возвращаемся по изнанке. 27 ряд узора. Это последний ряд, глазам не верю. Первые 12 петель провяжем основным цветом. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее 9 красным. Вроде бы простой такой снеговик, а почему-то он меня утомил в этот раз. Так, 9 красным вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот не 9, а 8. Напоследок ошиблась. 8 петель красным цветом. Одна у нас остается. 8 красным и оставшиеся основным цветом.
Все, 8 красным провязали, значит 12, 8 и оставшиеся синим, синим основным 1, 2, 3, 4, должно быть 7, все правильно, 7. Изнанку провязываем по узору. И далее, смотрите, что я буду делать. Смотрите на мою схему. Сравним со схемой, все ли получилось. Так, шапку довязали. Вот последний ряд мы сейчас провязали. Вернемся по изнанке. Еще я 2 ряда, 2 зубчика, 2 дорожки провяжу. Всего у меня, как я уже говорила, будет 31. Закрою петли, к вам вернусь и будем вязать дальше. Все, возвращаемся по изнанке и еще основным цветом провяжем 2 ряда. Закончили вязать мысок, закрыли петли. Значит, что у меня здесь получилось? Я говорила, но еще раз замерю. Почти 9, даже 9 нету сантиметров в ширину и высоту 11,5. 11,5, я 12 говорила, ну вот 11,5, то растянулась немножко, 12 сказала. Значит, что теперь? Сейчас буду обвязывать весь мысок. По желанию можно вот вышить вот такие вот снежки. Значит, закрепляю ниточку на изнанке узелками. Один покажу. 1, 2, 3. На иголку намотала. Придерживаем нитку. Подтянули. Здесь стежком закрепить это. Так, следующий. Произвольно. Где хотите, там и располагайте. Опять еще один. 1, 2, 3. Намотали. Теперь придерживаем ниточку. Все, еще один готов. Опять 1-2 стежка закрепили здесь. И так пошли дальше. Так, закончили мысок. Далее на спице номер 3 я наберу петельки и буду обвязывать мысок. Значит, можно набирать спицей, можно набирать крючком, кому как удобно. Я буду набирать крючком. Так, последнюю петельку сразу белую протянула, белым цветом набираю петли. Так, вот ниточку сейчас сразу надо ее запутать. Наберу петли и обратно по изнаночной стороне провяжу все лицевыми. Первый ряд по изнанке провяжу лицевыми. Так, набираем, провязываем. По изнаночной стороне провязали все лицевыми. Пришли в начало ряда. Последнюю петельку я провяжу основным цветом. Следующий ряд я буду вязать основным цветом. Теперь перешли на лицевую сторону. Одну провязываю лицевой основным цветом, одну снимаю, не провязывая. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Так буду вязать до конца ряда. Одну провязываем лицевой, одну снимаем, не провязывая. Одну провязали, одну сняли. Провяжем все спицы. Пришли на изнаночную сторону. Второй ряд по изнаночной стороне. Первую снимаю. Теперь снятые петли снимаю не провязанными. Также
провязанную петельку провязываю лицевой. Снятую сняла, нить перевела вперед, основной цвет провязала лицевой, нить назад, петельку сняла, нить вперед, провязала. Одну провязала лицевой, одну сняла. Одну провязать, одну снять, одну провязать, одну снять. Так идем до конца ряда. Провязанную провязываем, снятую петлю снимаем, не провязывая. Пришли в конец ряда. Следующий ряд буду вязать все белым цветом, лицевыми. Переходим сейчас на лицевую сторону. Следующий ряд все провязываю лицевыми. И по изнанке тоже вернусь все лицевыми. Все вяжу лицевыми. Все вот так вот. Довяжем до конца лицевыми и вернемся лицевыми петлями. Перешла на лицевую сторону. Далее я все буду вязать основным цветом. Все буду вязать лицевыми. Провяжу 6 рядов. Если размер больше, можно провязать на пару рядов больше. Значит, 6 рядов это 3 дорожки, вот таких вот 3 зубчика будет. Все, далее все вяжем лицевыми. Провяжем высоту, а потом перейдем на подошву. Я провяжу 6. Если размер совсем маленький, 36-37, провяжите пару рядов. Ну, 2 дорожки, в смысле. Я провяжу 3 дорожки. Это получается 6 рядов. Так, вяжем высоту. Обвязали мысок. Переходим к подошве. Значит, здесь я нить обрезала, прикрепила вот сюда. Средние 9 петель взяла на подошву. Сейчас я буду вязать все лицевыми петлями и расширять подошву. Вначале провяжу платочной вязкой, потом перейду на снятые петли. Значит, так, первый ряд провязываю все лицевыми. Последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Все до последней вяжу лицевыми. Пришла в конец ряда, последнюю петельку соединяю. Две вместе провязала изнаночной. Прибавлять буду петли по изнаночной стороне в этот раз. Первую снимаю, одну прибавила. Далее все вяжу лицевыми и точно так же сделаю одну прибавку в конце ряда. Да что падает ракурс, а? Пришла в конец ряда, добавляю опять одну, последнюю провязываю вместе лицевой по изнанке. Так буду добавлять по одной петельке, расширю до 17 петель. Перешли на лицевую сторону, опять провязываю все лицевыми, крайние петельки по одной соединяю, прибавки делаю по изнаночной стороне, вяжем. Расширили подошву. Дальше что я делаю? Первую петельку снимаю, одну провязываю лицевой, плохо видно, наверное, одну снимаю, не провязывая, одну провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая, одну провязали лицевой, одну сняли. Так иду до конца ряда. Одну провязала лицевой, одну снимаю. Пришла в конец ряда, последнюю петельку я теперь буду соединять по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной стороне буду соединять изнаночной петлей. 2 вместе, петелька с подошвы, петелька с боковой спицы, провязываю лицевой.
Перешли на изнаночную сторону. Все петли провязываю изнаночными. Последнюю петлю соединяю изнаночной. Все провязываю изнаночными. Пришла в конец ряда. Две петли провязала вместе. Все, перешли на лицевую сторону и продолжаем. Одну провязываем, одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем. Крайние петли соединяю по 2 вместе. Так провяжу, пока у меня не закончатся все петли на боковой спице. Одну сняли, одну провязали, одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем, одну провязываем. Так, вяжем, заканчиваем всю подошву. Закончила вязать подошву. Вот такая вот подошва получилась. Теперь я вот на этой стороне закончила. Сейчас по этой стороне буду набирать петли. Если вы закончили с этой стороны, у меня здесь одна петелька осталась. Набираем с этой стороны. Значит, так, что у меня в ширину получилось? В свободном состоянии. Вот по верхней части почти 10 сантиметров. Ну, еще ж растянется. Так, теперь под дужками захватываю ниточку, набираю петельку. У меня по подошве 17, и с каждой боковой стороны я тоже наберу по 17. Всего у меня будет 51 петля. Я обычно 53 набираю, но это размер небольшой, набрала 51. Так, наберу петли и обратно по изнанке эти 2 спицы провяжу лицевыми. И точно так же наберу с этой стороны. Так, набираем. Провязали по изнанке лицевыми петлями. Теперь со второй стороны точно так же набираю петли. Опять подхватили. Набираем. Набрала петли. Теперь первую спицу сейчас провяжу изнаночными. Вторую, третью провяжу лицевыми. И по изнанке вернусь все лицевыми. И потом начну вязать узор. Так, первую сняла. Остальные эту спицу провяжу изнаночными. И далее все лицевыми до конца ряда. И по изнанке лицевыми. Пришла в начало ряда. Значит, теперь смотрите, вот таким вот узором буду вязать. Точно таким же узором вот я обвязывала мысок. Только здесь я вязала белым, и внутри у меня петелька темным цветом, а здесь наоборот буду вязать основным цветом, и внутри будет у меня белый цвет. Значит, первую снимаем. Одну провязываю белым цветом. Одну снимаю, не провязывая. Одну провязала, одну сняла. Одну провязала, одну сняла, нить за работой. Одну провязала лицевой, одну сняла, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Одну провязываем, одну снимаем. Перешли на изнаночную сторону. Второй ряд. Кромочную снимаю. Провязанную петлю провязываю лицевой. Нить вперед. Снятую петельку снимаю, не провязываю. Не провязывая. Нить переводим 5 назад. Провязываю лицевой. Провязанную петлю. Синюю. Снятую снимаю. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Точно так же все. Так вяжем до конца ряда.
Так, довязала ряд до конца. Последнюю провязываю темным цветом, потому что у меня следующий ряд будет начинаться основным цветом темным. Перешла на лицевую сторону. Теперь у меня опять повтор с первого ряда. Сейчас провязываю полностью все 3 спицы лицевыми петлями и возвращаюсь по изнанке тоже лицевыми петлями. И следующий ряд начинаю опять точно так же вязать. Одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю. То есть 2 ряда основным цветом, 2 ряда провязываю белым цветом. Точно так же, как вот вязала вот эту вот полосу. Значит, так, с этим разобрались. Все, вяжу лицевыми, возвращаюсь лицевыми, и опять повтор вот со второго ряда пойдет уже. Сейчас провязываем точно так же, как вязала первый, и далее все по узору. Значит, провяжем нужную высоту нам до 5. Сейчас я посчитаю, сколько это у меня клеток получилось. Вот получились такие вот клеточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 раз довяжу до конца, замерю в сантиметрах. Вы опять же примеряйте, ориентируйтесь по своему размеру, по своей длине подошвы. Вяжем. Провязала нужную мне длину до 5. Значит, пятку буду вязать средние 11 петель на пятку. Нитку в последнем ряду белую переплела, провела ее к середине. Теперь что здесь? Давайте я вам в ширину, сколько это у меня получилось. Вот это вот полотно замеряю. Так, вот смотрите, 17 сантиметров в спокойном состоянии. И высоту, вот эта вот часть до 5 у меня, ну, у всех может быть разная, 9 сантиметров. Так, теперь точно таким же узором буду продолжать вязать пятку. Вот на средних 11 петлях. Так, что у нас здесь? Продолжаю вязать узор. Первая лицевая. Я сейчас буду закрывать. Белый цвет у меня сейчас идет. Сразу белым цветом первую провяжу. Так, вторую провязываю. Далее по узору одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю. Так, идут до конца ряда. Снять, провязать. Одну провязали, одну сняли. Одну провязали, последнюю провязываю. Предпоследнюю, то есть. И последняя петелька. 2 вместе провязываю лицевой. В этом ряду у меня белая нитка, провязываю белой ниткой. В следующем ряду будет синий цвет, провязывать буду синим цветом. Так, по изнанке возвращаемся обратно. Все точно так же по узору. Белую провязала, основной цвет сняла, не провязывая. Иду в конец ряда. Так, последняя 11 петелька. 2 вместе по изнанке буду провязывать изнаночной петлей. Следующий ряд у меня будет основным цветом, и я их соединяю основным цветом. Так, соединила. Угу. Теперь снимаем все петли, вяжем по узору. Основным цветом все вяжу лицевыми. Последние 2 петельки соединяю вместе по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной стороне изнаночной петлей. Так, вот последняя у нас. Соединяю 2 вместе. Соединили. Все, развернулись, опять лицевыми. Последние 2 петельки соединяем. Вот такая вот получится косичка по пятке. Меняла цвета, соединяла. Заканчиваем сейчас, провязываем по узору пятку, закончим ее, закроем петли и сделаю вот такую вот обвязку. Так, закончила вязать пятку, закрыли петли. Теперь сейчас буду набирать по верху петельки. Обязательно его нужно вот так вот обвязать. Так, что у меня получилось? Еще раз замеряю. Вот до пятки 22 сантиметра. Вместе с пяткой 24, почти 23,5. Ну, еще тянется. Ну, да, в свободном состоянии. Значит, теперь на спице номер 2,5 набираю петельки. Крючок ввела, вытягиваю петельку, на 4 спицы наберу, по кругу буду вязать. Значит, сейчас наберем петли. У меня будет 64 петли, я 4 потом убавлю, оставлю 60 всего, чтобы не было сильно широко.
Эта бейка у меня есть в каждом видео, поэтому в этот раз я немножечко сокращенно буду ее показывать. Так, набираем петли. Первый ряд провяжу все изнаночными, потом 5 рядов провяжу лицевыми, 6-й ряд провяжу белым цветом, потом начну делать эти зубчики. Сейчас наберем петли, первый ряд изнаночными, 5 рядов провяжем основным цветом, 5 рядов лицевыми основным цветом вяжем. Провязала 5 рядов основным цветом, 6-й ряд белым. Теперь буду делать сейчас зубчики. Основная пряжа мне уже не нужна, я отрезала. Вот смотрите, у меня осталось, ну, наверное, чуть меньше, чем полмотка. Хорошие бюджетные получились. Так, теперь это получается у меня 7-й ряд. Значит, что я буду делать здесь дальше? 2 вместе, 1 накид. 2 вместе, 1 накид. Делаем зубчики. 2 петли провязываю вместе. Набросила. 2 вместе, 1 накид. Так, идем до конца ряда. 2 вместе, 1 набросила. Так, следующий ряд провязываю все лицевыми, накиды и 2 вместе, которые провязывала петельку, все провязываю лицевыми. Значит, далее я провяжу белым цветом 7 рядов. Внутреннюю часть я перейду сейчас на спицы номер 2. Я внутреннюю часть всегда вяжу, ну не всегда, но часто, спицами на полномера меньше. Так вот эта вот бейка лучше выкладывается, заворачивается. Провяжу всего 14 рядов лицевой глади у меня будет. Выверну это все наизнанку и примонтирую по одной петельке. Привяжем это все. Такие вот перегнуться будут зубчики по краю. Так, провязала я, сколько здесь в сантиметрах сейчас замеряю. Всего 4 сантиметра я провязала. Теперь выворачиваем наизнанку. Ну, я так делаю. Все это хорошо разравниваем, чтобы ничего не перетянуло, не перекосило. Вот, чтобы все вот эти вот петельки лежали ровненько. Теперь одну петельку со спицы, одну петельку с первого наборного ряда, 2 вместе буду соединять, привязываем их. Одну отсюда снимаю. Теперь вот тут поперечная такая у нас проходит. Тут все рябое, понять немножко сложно. Так, вот она. Подхватили. И 2 вместе я провязываю вот так вот. Опять одну сняла. И опять подтянули. Сильно не затягиваем, но и сильно свободно не бросаем. Так по одной привяжем всю вот эту вот бейку. И все, будет готово. Подхватила ниточку. Так, все. Вот так вот. Вообще-то нужно было, здесь белый отворот, смотрите, просвечивает немножечко. Нужно было последний ряд, можно было провязать основным темным цветом. Ну, это лень-матушка называется. Вот так вот. На этом сегодня все. Буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.